Их было не узнать. Современная пластическая хирургия обещает нам идеальные черты лица, вечную молодость и превосходные тела. Но что происходит, когда желание быть красивым превращается в навязчивую идею? В этом ролике вы увидите 8 историй, которые шокировали мир. Люди, которые стремились к совершенству, но в итоге превратились в живые примеры того, как пластическая хирургия может разрушить не только внешность, но и судьбу. Они мечтали об идеальных лицах, но стали узниками собственного отражения. Некоторые просто потеряли чувство меры, а другие осознанно стремились превратить себя в нечто невообразимое. Кто-то надеялся удержать молодость, а кто-то полностью изменить себя. Но финал у всех этих историй один — шок, страх и сожаление. Но что самое страшное, многие не могут остановиться, даже когда видят, что их внешность уже изменилась до неузнаваемости. В некоторых случаях дело доходит даже до трагедий. Готовы узнать, как одержимость красотой может превратиться в кошмар? Тогда начнем. Перевоплощение в демона. Когда в сети появились фотографии девушки с мертвенно-бледной кожей, впавшими глазами и неестественно раздутыми губами, многие решили, это либо удачный грим, либо плохой фотошоп. Но правда оказалась куда страшнее. Сахар Табар, настоящее имя которой Фатемех Хишванд, мечтала выделиться. Будучи фанаткой Анджелины Джоли, она хотела хоть немного быть на нее похожей. Но вместо этого она превратилась в кошмарную версию голливудской актрисы. Ее лицо стало напоминать живой скелет, а многочисленные операции сделали черты лица пугающе неестественными. По ее словам, она перенесла более 50 косметических процедур, включая увеличение губ, подтяжку лица, ринопластику и удаление жира. Но когда ее внешность стала популярной в интернете, большинство пользователей восприняли ее не как красивую девушку, а как ходячий кошмар. Однако настоящие проблемы начались позже. Девушку арестовали за оскорбление ислама и пропаганду насилия. В тюрьме она призналась, что многие ее фото были обработаны, но даже без фильтров ее лицо оставалось пугающим напоминанием о том, как пластическая хирургия может сломать жизнь. Но мог ли кто-то предсказать, что даже всемирная популярность не принесет ей счастья? Ведь однажды она столкнулась с еще более жестокой реальностью. Братья, изменившие лица. Когда-то они были талантливыми физиками, популярными телеведущими и кумирами тысяч людей. Их харизма, ум и обаяние делали их настоящими звездами. Но однажды что-то пошло не так. Игорь и Григорий Богдановы стали знаменитыми благодаря научно-популярным программам. Их узнавали, их любили, их уважали. Но с возрастом братья начали замечать изменения во внешности, и вместо того, чтобы принять естественное старение, они решили бороться с ним при помощи пластики. Что именно они делали со своими лицами, до сих пор остается загадкой. Они никогда не раскрывали точного списка процедур, но очевидно одно — их лица стали напоминать восковые маски. Скулы увеличились, губы стали неестественно пухлыми, а кожа натянутой как перчатка. Шокировало то, что они продолжали делать новые операции, даже когда общественность уже обсуждала их пугающую внешность. В какой-то момент их лица стали настолько измененными, что на старых фотографиях они выглядели совершенно другими людьми. Но пластическая хирургия не только изменила их внешность, она повлияла и на их жизнь. Их карьера больше никогда не вернулась на прежний уровень, а люди запомнили их не как великих ученых, а как жертв пластики. Но, как показывает практика, даже самые богатые и влиятельные люди не застрахованы от страшных последствий пластических операций. Когда мода губит одна из самых влиятельных женщин в мире моды, глава дома Versace, человек, который определяет стиль для миллионов людей. Но когда люди смотрят на нее, они видят не только известного дизайнера, но и жертву пластической хирургии. Донателла Версаче всегда была яркой и эксцентричной личностью. После трагической смерти ее брата Джанни Версаче она взяла на себя управление модным домом и стремилась сохранить его наследие. Но наряду с работой в мире моды она увлеклась и миром пластической хирургии. Ринопластика, ботокс, подтяжки. Она делала все возможное, чтобы сохранить молодость. Но в какой-то момент операции начали работать против нее. Ее губы стали настолько огромными, что казались не настоящими, а кожа лица натянулась так сильно, что потеряла естественную мимику. Многие фанаты были шокированы, как человек, который задает тренды в моде, мог так сильно изменить себя. В какой-то момент ее внешность стала предметом обсуждений больше, чем ее работа. Но Донателла так и не отказалась от пластики, продолжая бороться с возрастом. Вот только есть те, кто пошел еще дальше. Превратил себя не просто в куклу, а в настоящее животное. Женщина-кошка. Когда смотришь на лицо Джоселин Вильденштейн, кажется, что это спецэффекты из фильма ужасов. Но это реальная история. История женщины, которая потратила миллионы долларов, чтобы превратиться в живую кошку. Все началось с любви. Ее муж, миллиардер Алекс Вильденштейн, был без ума от диких кошек, пантер, тигров, львов. И Джоселин решила, что если будет похожа на грациозного хищника, то он никогда ее не бросит. Так начался страшный эксперимент над собой.
Она изменяла форму глаз, чтобы они стали кошачьими, делала инъекции, увеличивала скулы и губы, добавляла импланты, растягивала кожу. С каждым новым вмешательством ее лицо становилось все менее человеческим. Но был ли результат таким, как она ожидала? Нет. В 2001 году муж подал на развод, заявив, что он больше не может смотреть на ее лицо. В процессе бракоразводного процесса она получила почти $3 миллиарда, но уже никогда не смогла вернуть свою прежнюю внешность. После развода Джоселин не остановилась. Она продолжала корректировать свое лицо, пока оно не стало похожим на маску. Кожа, натянутая до предела, глаза, изуродованные пластикой, раздутые губы. Она стала самым известным примером того, как одержимость может разрушить красоту. Ирония судьбы, она потратила миллионы, чтобы удержать мужа, но в итоге осталась в одиночестве. Сегодня она почти не появляется на публике, а ее лицо стало одним из самых узнаваемых примеров неудачной пластики. Но если Джоселин вдохновлялась дикими животными, то некоторые фанаты идут еще дальше. Они готовы стереть свою личность, чтобы стать точной копией знаменитости. Живая кукла. Пикси Фокс, женщина, которая отказалась от человеческой внешности ради образа куклы. Она не просто увеличила губы или изменила нос. Она пошла дальше, чем кто-либо мог себе представить. Ее мечта — выглядеть как героиня комиксов. Но ради этого ей пришлось пойти на страшные жертвы. Она удалила себе 6 ребер, чтобы добиться нереально тонкой талии. Сделала десятки операций на лице, изменила форму глаз, вставила силикон в грудь, ягодицы и даже подняла линию роста волос. Пикси гордится тем, что теперь выглядит не как человек, а как персонаж мультфильма. Но какой ценой? Ее организм испытывает огромные перегрузки, врачи бьют тревогу, а сама она не может жить без постоянных хирургических вмешательств. Но если Пикси мечтала стать мультяшной куклой, то следующий герой хотел превратиться в идеального мужчину. Человек Кен, Родриго Алвес — еще один человек, который решил полностью переделать себя. но в отличие от игрушки, его тело не выдержало таких изменений. Родриго прошел через более 100 операций, изменил нос, подбородок, скулы, имплантировал себе искусственные мышцы, вставил силикон в грудь и ягодицы. Но самое страшное, он не остановился даже тогда, когда врачи предупреждали о возможных серьезных последствиях. Однако в какой-то момент он осознал, что ошибся с выбором. Он больше не хотел быть Кеном. Он решил перевоплотиться в женщину. Родриго сменил пол, стал Джессикой Алвес, начал новый этап пластических операций. Но теперь перед ним стоит новый вызов. Он снова недоволен собой. Пластика стала для него замкнутым кругом, из которого он уже не может выбраться. А есть люди, которые не просто делают пластические операции, они буквально посвящают этому всю свою жизнь. Один из таких — человек, известный как Мистер Пластика. Мистер Пластика. Если у кого-то и можно спросить, как выглядит зависимость от пластики, то это Джастин Джедлика. Этот мужчина сделал более 200 операций на своем теле. Но зачем? Его цель — добиться совершенства. В его понимании идеальная внешность — это искусственные скулы, резкие черты, идеально ровный нос и непропорциональные мышцы. Поэтому он не просто лег на операционный стол, а буквально превратился в экспериментальный проект хирургов. Он сам разрабатывает свои импланты, экспериментирует с новыми методиками, не боится идти на риск. Но проблема в том, что он уже не выглядит как человек. Он стал живым манекеном, пластиковой куклой. Но его это не останавливает. Как он сам признается, он не остановится никогда. Но оказывается, фанаты могут быть еще более безумными, чем сами звезды. Один мужчина потратил целое состояние, чтобы стать копией легенды Голливуда. Операции без тормозов. Что заставляет людей снова и снова ложиться под нож? Почему, даже видя в зеркале ужасающие последствия, они продолжают идти к хирургу? Одержимость пластической хирургией — это не просто каприз, а настоящая психологическая зависимость. Многие люди, оказавшиеся в этой ловушке, страдают от дисморфофобии, состояния, при котором человек не может адекватно воспринимать свою внешность. Им кажется, что они ужасны, даже если окружающие уверяют в обратном. С каждым новым вмешательством они теряют связь с реальностью и вместо того, чтобы остановиться, решают: еще одна операция, и я стану идеальным. Но на деле каждое новое изменение только ухудшает ситуацию. Увеличенные губы, которые начинают выглядеть неестественно, натянутая кожа, которая теряет способность двигаться, раздутые скулы, превращающие лицо в маску. Все это лишь часть ужасающей картины. Но самое страшное, иногда пластическая хирургия не просто изуродовывает людей, она их убивает. Смертельные последствия. Пластическая хирургия — это не просто изменение внешности, это медицинская операция, которая всегда связана с огромными рисками. Но люди, ослепленные желанием стать красивее, часто забывают об этом, пока не становится слишком поздно. Некоторые из них не выходят из операционной живыми. Другие сталкиваются с ужасающими осложнениями, которые меняют их жизнь навсегда.
Одни теряют чувствительность лица, другие сталкиваются с некрозом тканей, когда кожа начинает буквально отмирать. Бывают случаи, когда организм отторгает импланты, вызывая нестерпимую боль и деформации. Мир знает немало историй, когда пластические операции заканчивались гибелью пациентов. Это может произойти внезапно, от ошибки хирурга, реакции на анестезию или скрытых проблем со здоровьем. Но даже если человек выживает, последствия могут быть не менее страшными. Многие оказываются обезображенными, теряют возможность нормально говорить, улыбаться, даже дышать. Но самое ужасное, даже столкнувшись со смертельной опасностью, многие все равно продолжают делать операции. Они готовы терпеть боль, уродство, физические страдания, лишь бы не видеть в зеркале свое настоящее лицо. Они уже не могут остановиться. Но есть ли у них вообще шанс вернуться назад? Можно ли остановиться? Некоторые люди успевают понять, что зашли слишком далеко. Они пытаются вернуть свою прежнюю внешность, проходят через сложные операции по восстановлению и реабилитацию. Но проблема в том, что многие изменения необратимы. Когда твоя кожа уже растянута, когда кости изменены, когда нервные окончания повреждены, вернуться назад почти невозможно. Многие знаменитости, осознавшие свою ошибку, пытаются жить с последствиями. Они публично признаются, что пластическая хирургия разрушила их жизнь. Кто-то пишет книги о своих ошибках, кто-то становится посмешищем для общества, а кто-то избегает публичности, скрываясь от людей. Но есть и те, кто так и не смог остановиться. Они продолжают свою гонку за идеалом, которого не существует, и, к сожалению, их истории — лишь вершина айсберга. Эти 8 людей показали нам, что одержимость красотой может стоить слишком дорого. И самый главный вопрос, который остается после просмотра этого видео: насколько далеко готовы вы зайти ради того, чтобы соответствовать чужим стандартам?